Конечно, для меня вот на самом деле большая такая удача, то, что я на вас наткнулся, потому Спасибо. что потому что вы даете такой материал достаточно обширный, и если бы, возможно, раньше бы я на вас слушал как-то, на вашу деятельность, то у меня даже в моей личной судьбе, возможно, были бы какие-то, ну, от каких-то моментов, ну, таких негативных, возможно, бы и не было даже в моей личной жизни, потому что очень важно, как мне кажется, вот найти людей, интеллектуалов, которые давали бы какие-то такие вещи, ну, вместо поповщины, например, ну, что-то разумное и, ну, аргументированное. Потому что, ну, философы, где они? Вот захочешь ты что-то узнать, познать, а где ты найдешь философов? Потому что в основном какие-то попы на телеканале СПА. Мгм. Вот. Так Я что, согласен с вами, да, но с другой стороны, даже самые страшные вещи, они даже нашу жизнь обогащают, делают нам жизненный опыт определенный, важнее которого ничего нет. Хотя от многих аспектов своего жизненного опыта я бы с удовольствием отказался, обнулил бы себя в этом. Вот, так что всему свое время, наверное, в жизни. Так, мы все-таки, хоть это грубо звучит, и страшно звучит, и даже, может быть, кощунно звучит, но все-таки мы достойны того, что с нами происходит. Ну, вам, как когнитивисту, в общем-то, там один из ключевых моментов, что с нами происходит то самое, что мы сами на себя накликали. ну да, может быть, судьба, не судьба, не знаю, детерминизм, не детерминизм, но как-то так сложилось, что вот я в детстве там вошел в православие, потом там, значит, это все жил в этой всей системе, в этой парадигме. Вот, я вам тут подготовил вопросы, и если позволите, конечно, я вам задам их. Давайте. Вот я тут ваши лекции слушал касательно науки, касательно философии. Очень это все так ложится на душу, если так можно выразиться. Вот и первый вопрос, опять же, если позволите, вот насчет сциентизма. Вот есть же в науке, вы как философ, да, как человек, знающий в этом, разбирающийся, вот скажите, пожалуйста, точки соприкосновения науки и веры, где в науке, где те области в науке, вот, которые чисто на веру аксиоматически, возможно, принимаются? Мгм. Ну, здесь вам ответить как, честно или манипулятивно? Да честно лучше, а можно и так, и так. Ну, давайте тогда я отвечу и так, давайте манипулятивно. Абсолютно все ученые согласны с тем, что никогда невозможно изучить абсолютно все. Поэтому даже в любом, даже самом чистейшем научном знании всегда есть пробелы, лакуны. И абсолютно чисто такое бэконовское научное знание невозможно. Поэтому есть определенное пространство, которое можно освоить только верой. И это признавали даже самые злокозненные атеисты ученые, хотя среди них было очень много верующих. А поскольку вера существует всегда и везде, поэтому мы должны предположить и допустить, что вера является ключевым моментом нашей жизни. Поэтому идите все в ближайший храм и ставьте свечку. Веруйте в Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Вот такой вам ответ даст любой проповедник вот на эту тему, потому что на тему согласия науки и религии это одна из самых актуальных сегодня тем. И вот практически я вам воспроизвел все, что говорят нынешние маломальски продвинутые православные проповедники на эту тему. Если говорить серьезно, на самом деле, один из современных атеистических, неоатеистических, называемых проповедников, по-моему, это Хагис, вот, сказал, что здесь нужно разграничивать. Ученые, конечно, верят, но они верят в то, во что невозможно не верить. Да, ученые, конечно, пытаются создать что-то максимально хорошее. Ученый верит в то, что невзирая ни на что, он сделает, блин, 3D принтер и будет печатать еду для этих бедных голодающих африканцев. Хотя все работает против этого, но он верит в это. Но не потому, что это вера религиозная или начинает с нее, а потому что научные предпосылки показывают, что рано или поздно, блин, будет этот принтер сделан. Поэтому он этим движет. Вот кажется, Хаги сказал, что мы верим, мы не начинаем ученые с веры, а мы верим, потому что в этом моменте не верить просто невозможно.
А вот как насчет тогда вот этого взгляда на науку, как на нечто такое единое, и вот эта самая сакрализация ученых? Здесь вот что вы могли сказать на этот счет? Это, ну, как-то это адекватно, или все-таки мы должны сохранять скепсис по отношению к научному сообществу в целом? А вы знаете, а ученых никто и не сакрализовал. Это представление о сакрализации ученых, оно в двух мирах существовало. Во-первых, мы берем мир, который внезапно выскочил из средневековья и попытался построить сразу коммунизм. Ну, это Советский Союз, это Китай. Вот там, да, там знаменитые эти панно, мозаики с гордыми какими-нибудь сталеварами, которые, значит, стоят в этих своих непонятных этих касках, шахтеры, и рядом с ними еще более воодушевленные, с таким романтическим прищуром люди, например, в белых халатах стоят. Вот, так что это один очаг сакрализации. Второй очаг сакрализации – это корпорации, от которых пострадало мировое сообщество, ну, наверное, все-таки меньше, чем от диктатуры и тоталитаризма, но пострадало, которые продвигались, значит, под видом ученых, продвигали, во-первых, веру в ученых, в особенности в США, что под видом, благодаря этой вере в ученого, пропихивать какие-нибудь таблетки, пропихивать какой-нибудь опиум там, или сигареты, когда ученые доказывали, что курить очень полезно для того, чтобы фаллопиевые трубы там размягчали, чтобы потом можно было легче родить. 50-е годы. Помните рекламу, великолепную рекламу 90-х годов начала, когда, например, там рекламный Орбит, например, когда нам показывают человека в белом халате, который стучит по яйцу, которое, значит, с одной стороны протыкается, с другой не протыкается, а потом говорит, короче, жуйте Орбит или там Дирол, без разницы что. Поэтому вот, так что никто на самом деле в здравом мире ученых никогда не сакрализовал. К ним относились весьма скептично. Вот, значит, и само научное сообщество, оно всегда было очень скептично и всегда было раздираемо внутренними войнами. И это норма. Вот. Другой момент, что вот буквально в 20 веке, в конце 20 века сформировалось такое представление, которое Томас Кун сформировал в своей книге «Структура научных революций», представление о парадигме. О том, что в какой-то момент все ученые начинают быть одержимыми каким-то образом, каким-то определенным видением ситуации, который он назвал парадигма, а по-гречески парадигма – это способ вязать узелок. И вот ученые, например, одержимы становятся, например, идеей эволюции, или идеей генетики, или сегодня идеей биохимии. И вот это он назвал парадигмой. То есть у них как-то сформируются какие-то негласные принципы решения вопросов. Вот. Но это лишь одна из позиций. Я, например, очень скептично отношусь к учению о парадигме. То американский ныне живущий ученый Пол Фейерабен сформировал, так сказать, антипарадигмальную философию науки, согласно которой все это полная фигня, а ученые больше враждуют, чем дружат. Вот. А когда они начинают дружить, это не потому, что у них какая-то общая это сформировался, а потому что они не могут больше не дружить. Им приходится, скрипя зубами, соглашаться с выводами какого-нибудь физика или биохимика, потому что иначе никак. Так что вот мой вам такой ответ издалека. Пойдет? Ну да, спасибо. А вот скажите тогда, пожалуйста, а можно ли вообще говорить о какой-то объективности, вот даже вот в науке? У нас есть конкретно именно те пункты, которые вот у нас объективны действительно, а есть ли также еще нечто, вот, что мы еще не можем назвать объективным каким-то знанием? Начну издалека, но постараюсь не углубляться. Я уже говорил в лекции о науке о том, что у каждого ученого есть свое священное писание. Это даже не трактат, а просто вот само утверждение Фрэнсиса Бэкона о чистом знании, о 4 идолах. Идол рода, идол театра, идол пещеры, идол рынка, которые мешают чистому знанию. И главное для ученого это вот эти идолы постараться преодолеть каким-то образом. Сам Бэкон писал, что преодолеть их невозможно никогда, но если я не буду стараться их преодолеть, то они не преодолеются точно. Вот. В общем-то, такой маркер, который отличит, так сказать, объективность от необъективности, но я думаю, в наше время он выпистывался. Я думаю, что если это ученый на государственной службе, получает зарплату, либо если это ученый штатный в какой-нибудь крупной корпорации, то это может быть основанием для сомнения в его объективности. Эпивак корона, вот вам, пожалуйста, тому показать. У моей дочки начался отит,
И представьте себе, вот мы живем вот сейчас, вот представьте, август 2023 года, а моей дочери в поликлинике прописывают физиотерапию. Причем не в американском смысле, когда физиотерапевт там тебя вправляет, там заставляет там ходить на отрубленных ногах, а ей в ухо запихивают какую-то трубку и в трубку светит. Вот, так что, видите, почему? Потому что когда-то в советское время какой-то там партийный выходец без научной, малейшей научной основы, вот смог пробить свой проект, говоря современным языком, он не критически был принят, до сих пор это все применяют малограмотные, недоученные поликлиничные докторишки. Вот, так что вот опять же то, о чем я говорю. То есть, если ученый получает зарплату за ничто, ему не нужно конкурировать ни с кем другим, если его прикрывает сверху государство, если специальная комиссия какая-нибудь его оппонентов клеймит и линчует, то тогда зачем ему быть ученым? Великая в российской истории есть прекрасный пример, конечно, с академиком Лысенко и академиком Вавиловым. История генетики, история кибернетики советской, которые проваливались именно вот по параметрам государственной непризнанности с какой-то стороны. Вот это мое представление. Скажите, пожалуйста, вообще вот этот плюрализм, вот вы разделяете такое мнение, что в современная культура, что это вообще, ну, что вот этот самый плюрализм, о котором часто говорят, постмодерн, якобы, если у нас действительно что-то, ну, какое-то знание, какая-то истина касательно мира, вообще реальности, или у нас теперь каждый может смешивать разные жанры и творить какую-то свою вообще философию? Когда-то я был очень увлеченным постмодернистом, там зачитывался там Дерридой, Делезом и прочими этими товарищами. Бодрияра до сих пор его люблю. И прочитал книжку Панарина «Искушение глобализма». И там он говорит, что постмодернизм всегда приводит к диктатуре, фашизму, тоталитаризму. И так меня вот прям так зацепило, и прям обиделся на Панарина, обозлился так на него сильно. Думаю, ну что ты старый пень вообще понимаешь в таких вещах? Ну, ныне покойный уже, а мертвых, наверное, нельзя так говорить. Ты просто вот привык там к своему совку и вообще не понимаешь, как здорово. Ах, большие рассказы. Ах, значит, симулякры. И вот так прятаться, скакать с 5 на 10. Фильм о фильме о фильме, как «Город астероидов» Уэса Андерсона. Великолепный фильм, который только что вышел. Вот, значит, это же так здорово. Вот, значит, воспринимать все. Каждый автор лишь редактор. И все это допустимо компоновать. Великий Тарантино. Здорово. Вот. А потом с годами я понял, что Панарин-то был прав на самом деле. Панарин был прав, потому что постмодернизм вот в том виде, в котором он есть, он привел действительно плюрализм к его самоотрицанию. Потому что такое плюрализм? Это столкновение точек зрения. Главное в плюрализме блестяще обосновал дьякон Андрей Кураев, которого я сегодня уже цитировал. Свобода моего кулака заканчивается там, где начинается лицо другого человека. Люди на пробу проверяют друг друга. А что будет, если я скажу тебе, слушай, ты европеец? Не обидится. Если скажу, слушай, ты вот такой-то, например, там, гомосексуал, не обиделся. Слушай, ты, он обиделся, я понимаю, так говорить нельзя. Если это не только он обиделся, а все остальные люди также обиделись, и это формулируется как язык вражды, записывается и запрещается. Вот, то есть плюрализм – это попытка определить других людей на прочность. И истинный плюрализм, над ним нет никаких давлеющих государственных, корпоративных, социальных, традиционных. То есть это действительно свободный человек, это молодой парень, который послал на 3 буквы своих родителей, фигурально выражаясь во всех смыслах. И он на пробу ищет в этом мире самого себя. Но когда-то он себя находит. То есть плюрализм, его подразумеваемая цель – это поиск истины. А постмодернизм начинает с чего? Есть плюрализм без поиска истины. И в какой-то момент человеку становится страшно. И в какой-то момент он начинает понимать, да, большие рассказы и все такое, и он как Дугин из плюралиста абсолютного постмодернизма, он клялся, он не сам лично назывался постмодернизмом, когда он заведовал кафедрой социологии в МГУ, я у него выступал на семинаре, и он сказал, я, говорит, постмодернизм, меня так это покоробило, но он дальше пояснил за свои слова, объяснил, что он называет постмодернистом. То есть в какой-то момент становится страшно и холодно, и хочется за кого-то спрятаться. Если предполагать, что жизнь не имеет никакого смысла, то доведенное до конца, до абсурда это предположение когда-то меня приводит и не просто к идеологии, а к настойчивому понуканию к суициду.
Потому что если жить абсолютно бессмысленно, тогда мне нужно просто с собой покончить, чтобы не дышать этим воздухом, которого становится все меньше. Поэтому в этом момент человек становится страшно. И он, разрушив все основания, прячется за что? За единственный критерий, который считался всегда и везде, за государство. И так и получается, что люди из постмодернистов превращаются в фашистов. Если мы посмотрим историю первых фашистов, вот, например, итальянцев, например, Габриэль Данунцио, возьмем проводника итальянского фашизма, то мы увидим вот ту почву, вот эта абсолютная вот такая гедонистическая расслабленность и дозволенность, весьма похожая на картину постмодернизма конца 90-х, начала 2000-х годов. И чем закончил Данунцио? Ну, в принципе, и тем же самым, что там Пригожин, он создал собственную военную кампанию, вот, и захватил целый город, вот. Так что все, а потом, значит, собственно говоря, его примером воспользовался уже Муссолини, и Данунцио стал советником какое-то время, долго был при Муссолини, то есть как, в общем-то говоря, захватывать власть с помощью партизанской такой тактики и так далее. Вот, так что здесь, я думаю, нужно разграничить либерализм и постмодернизм. В своих идейных внутренних основах постмодернизм все-таки не плюралистичен. Поскольку если он плюралистичен, он должен опровергнуть самого себя. То есть в какой-то момент постмодернист должен сказать, то есть я дурак, который считает, что в мире нет ничего святого, но я честный, я должен предположить, что значит в мире все-таки есть что-то святое. И не надо по всем мордам бить кулаками. А вот вы упомянули Дугина, значит, а если можно, конечно, это я не знаю, сейчас в наши дни так можно спрашивать вообще про Дугина? Вот, Ну, смотря о чем. ну да, вот в принципе его вот эта идея евразийства, вообще его вот это, вообще его дискурс, который он, так сказать, создает, ну, это что? Как бы вы вот охарактеризовали? Это действительно он в это верит все? Или это чисто какая-то, ну, выслуга перед государством, возможно? Что? Ну так постмодернизм предполагает, что веры быть никакой не может изначально, и даже когда они прислоняются к государству, это тоже просто прагматично. И раз нет ничего святого, почему я не могу послужить царю-батюшке? Владимир Соловьев, который Рудольфович, вот, кем он стал сегодня, кем он был когда-то, а его великолепная книга «Евангелие от Соловьев». Вот если мы заглянем, мы не увидим никакого противоречия между тем, чем он был, и тем, чем он стал. Тем, кем он был, и тем, чем он стал. Пусть там сами разбираются с моими намеками и эвфемизмами. Говоря о Дугине, у меня есть две статьи о Дугине. Одна Дугину страшно понравилась, он ее у себя опубликовал, вот, хотя я там его критикую. Вторую статью уже публиковали в академической прессе, где я про Дугина более подробно разбирал, там можно найти. Если кратко говорить, что у меня к Дугину двойственные отношения. С одной стороны, безусловно, это пропаганда фашизма. Он прямо об этом говорил, он сам себя называл и никогда не открещивался. Он сам себя назвал метафизическим фашистом. Вот он всегда стабильно, всегда преклонялся перед вот именно фашистскими деятелями политическими и не только политическими, но даже идейными деятелями. В частности, например, его последние, вот в начале десятых годов, его там практически подобострастное преклонение перед Хайдеггером, причем перед Хайдеггером нацистского периода, когда он обосновывает, что, ребята, это не то, что вы имели в виду, я сейчас вам поясню, значит, что на самом деле это значит. Вот. Дугин – воинствующий профан. Отдельным жанром литературы стали комментарии к новым книгам Дугина, которые выходили и для свободного скачивания выбрасывались в рутрекер. Вот всем интересующимся Дугиным я советую установить VPN, значит, и по рутрекеру походить, ну, все его последние вот эти бесконечные, эти новомахи книги, посмотреть там многодесятистраничные комментарии, которые показывают, критикуют его вообще как все. Так что, как он сам себя позиционирует, полиглот. Обратная сторона этого, когда ты мастер во всем, то ты на самом деле не являешься специалистом ни в чем конкретно. Вот, так что, по большому счету, Дугин это блестящий вязатель, который из ничего смог создать вот современную нынешнюю идеологию, эту геополитику. Он действительно создатель геополитики. Другие брались за это дело, но они все были в тени его. Он создатель современного так называемого неоевразийства. Верит он в это или не верит, без разницы, но ракеты летят. Вот, он соединил несоединимое, Дугин. Он соединил нацизм и имперский подход.
Ведь это же вещи противоположны друг другу, и он эти вещи соединил. Причем он соединил их не на политическом уровне, он соединил их на ментальном, на социологическом и на всем остальном. Так что по большому счету, конечно, нельзя говорить, что он там ответственен за все, или он там является советником того, кто отдает приказы. Это все миф, который им самим распространяется. Но он очень сильно в массовое сознание вот вбросил все вот эти тренды. С одной стороны. С другой стороны, невзирая на свое категорически критичное отношение к Дугину, я до сих пор считал и считаю, что это величайший философ современной России. С ним никто не сравнится. Пусть он дилетант, пусть он балабол, пусть он не разбирается в том, о чем он говорит, но как он говорит, как он плетет свои словесные кружева. Но кто с ним рядом станет? Подорога, Киренок, остальных даже и не знает. То есть он намного порядков выше всех. Это человек, который заставил читать тех, чьих имена даже не могли выговорить в российском пространстве. Он открыл дорогу ко всему современному творчеству и постмодернистов, и современных новых правых, и критиков новых правых, и новых левых, там и Ален де Бенуа, и тот же самый Хайдеггер, и того же Платона перечитывать, и всех остальных там гностик каких-то изучать заново, Гермеса Трисмегиста, говоря о старых, пересматривать заново, и говоря о всех новых философах. Антонио Негри, например, выпустили книгу «Империя». Да кто бы ее знал бы, если бы он не критиковал Дугин. То есть он просто практически молодым российским интеллектуалам дал мощный волшебный пендель в сферу интеллектуализма. Он заставил изучать то, что до сих пор были бы все совком. И до сих пор бы там мусолили бы каких-нибудь этих позднесоветских, каких-то там, какого-нибудь там Зиновьева и так далее. По этому кругу бы ходили безвыходному все, если бы не Дугин. То есть это знаковая фигура вообще в российской интеллектуальной мысли. Хотя я сейчас уже представляю, как приподнимаются от злости российские интеллектуалы, если они вообще эти слова услышат. Вот, потому что мне самому досталось от Дугина, так сказать, косвенно. Я защищался на совете, на котором защищался Дугин свою кандидатскую степень. Вот, у нас один был научный руководитель, и просто зная об этом, мне такой ад устроили на этой защите, предзащиту, точнее, у меня было две предзащиты. У всех нормальных людей была одна предзащита, у меня было две. Потому что там, это кто? Он Дугина упоминает. Он с Дугиным знаком. Давидович был научным руководителем, у него Дугина. Так это он же есть самый новый дугинист. Давайте мы его убьем. Вот, так что я от Дугина пострадал в свое время весьма серьезно. Хотя я до сих пор себя позиционирую как традиционалист. Вот, но мое представление о традиционализме, конечно, очень сильно отличается от того, которым зарядил это понятие Дугин. А вот вы упомянули вот на лекции, буквально там сегодня, да, вот я был на лекции, значит, вот что вы специализируетесь по православию, то есть что вы на примере православия очень вам легче, ну, вообще о религии как бы говорить. У вас, если позволите такой вопрос, а с чем это связано, именно вот православие? Почему вы именно на нем приводите примеры и Ну, я хорошо знаю эту тему, потому что я выходец из самой среды. Я учился в духовной семинарии. Значит, я много лет был, как говорится, практикующим православным. Причем не тем, кто ходит просто в храм по воскресеньям, а те, кто проводит всякие там воцерковительные беседы, катехизационные курсы и, главные, лекции, обучающие священников. Так что я нынешних батюшек учил. Вот, значит, мой родной брат много лет возглавлял духовную семинарию. Так что я человек из темы. И он вот таким количеством такого эмпирического материала меня зарядил и заряжает до сих пор. Так что, значит, я, так сказать, из самой сердцевины знаю это дело. Вот. И я знаю весь внутренний жаргон, внутренний лексикон, который понятен православным. Конечно, если я буду говорить об исламе, для мусульман я буду выглядеть профаном. Поэтому я беру вот какие-то основные моменты и на их примере я говорю вообще, потому что принципиальных различий на самом деле нет. А вот скажите, пожалуйста, вот вообще вот в наше время, вот сейчас, да, ученые вообще, философы, ученые и государства, здесь какие могут быть вообще варианты, ну, чтобы отстоять свое какое-то мужественно, свое достоинство, и между вот этой самой некой диктатурой, когда выкидываются учебники по сексологии, когда там нужен какой-то якобы компромисс и для психологов, и для сексологов, и в целом для... Никакого компромисса не будет. Сексология уже запрещена, об этом говорить нельзя. Сексология – это прикрытие для педофилов.
вот как говорит нам средство массовой информации. Вас, психологов, вы уже все на заметке. Скоро от вас не останутся только рожки до ножки. Вот. Ну, наверное, сначала начнут все-таки, наверное, с психиатров, а поскольку психология, она такая более аморфная, но до вас уже дотянутся. Потому что вы же что делаете, психологи? Вы же говорите, что у человека есть проблемы, которые надо исправлять. То есть не заставлять других мои проблемы, значит, решать, а исправлять. Вы же психологи что делаете? Вы говорите, люди все равны, но у них есть разные там психотравмы и так далее. Вы же психологи что делаете? Вы же говорите, что, значит, если человек движим психотравмами какими-то неисправленными, то он причиняет боль себе и другим людям. Ну, это вообще кошмар, то, что вы делаете. Это вас всех нужно позапретить, там, повешать, и всех учебники поджигать. Это будет в перспективе ближайших лет. Так что здесь какой компромисс может быть? Ну, конечно, работать там в государственной клинике официальным врачом-психиатром, который будет прописывать там лоботомию, вот, прописывать там карательную психиатрию медикаментозную, вот, или работать в школе психологом и по определенным методичкам там проводить уроки, например, православия в школе, как занимаются психологи сегодня. Ну, вот этот компромисс, если он вам подходит, вот. Ну, вам, наверное, подойдет, вы православие знаете хорошо. Вот вы сможете найти такую нишу для себя. Если что, пойдете в школу вести уроки о самом нужном, главном. Вот. Ну, понимаете, что я стебусь, конечно же, вот, жестко и безжалостно, потому что это, конечно, беда. Я к психологии как к таковой отношусь очень-очень спорно, но так или иначе люди есть, они наукой занимаются, невзирая на свое личное скептическое отношение. Вот, ну давайте вот, значит, разберемся с психологами, которые мне не нравятся, а завтра с кем, с экономистами, а послезавтра с математиками. Так что нет компромисса здесь никакого. Ну, а как же тогда в нынешней вообще ситуации, вот нам всем вообще, людям думающим, ну, что нам делать вообще, если такой прогноз у вас достаточно печальный? Ну, не только у вас, конечно, он сейчас печальный. Что нам дальше делать? Ну как, пока что еще вы можете проводить какие-нибудь образовательные курсы по саморазвитию для московской богемы и тех, кто хочет выглядеть как московская богема. Вот, и значит, вот она является, собственно говоря, двигателем всей этой современной поп-психологии. Я так и называю московская психология. Все вот эти курсы по саморазвитию и так далее. Пока что еще кластер есть, и несколько лет можно этим позаниматься, чтобы заработать деньги и потом свалить за границу. Вот это единственный выход, который я вижу. Ну, либо надеть погоны. Вот, а остального всего не, потому что психология, вот, при всем моем скептическом отношении к ней, это наука какая-то принципиально свободная и принципиально плюралистичная. Потому что любой психолог начинает с того, что он ругается со всеми остальными психологами, доказывает, что они дураки, а он прав. Это, конечно, смешно, но это вот, как сказать, основание, которое заставляет психолога, во-первых, пояснять за свой понятийный аппарат, за методологию и так далее. То есть не говорить, что это люминий, так у нас заведено, физиотерапия, а все-таки объяснять, что я не использую фрейдовскую схему, потому что вот, спорить и доказывать эффективность своих методов, вот, применимости, значит, благожелательность результата и так далее. Так что психология в этом плане, конечно, она и обладает очень многими вот такими замечательными чертами, которых не будет именно по этой причине, потому что не нужна будет психология. Психология людей учит лечиться, а если вы всех вылечите, то у нас не будет ничего того, что составляет основу нынешнего режима. А скажите, пожалуйста, вообще есть какая-то, ну, на сегодняшний момент у человечества вот, вот это разговор про карту и территорию. Есть какая-то карта более-менее, ну, совпадающая с территорией, что ли, с вот этим Я не смогу ответить на этот вопрос. Конкретизируйте, пожалуйста. Я всегда вот плаваю в разграничении этих понятий, мне кажется, они надуманными. Поэтому вот что именно вы хотите уточнить, узнать? Ну вот какой-то из существующих вариантов мироописания, может быть научное, может быть все-таки не научное, а философский или научно-философский. Есть ли нечто такое, ну, как сказать, что пришло на смену архаике и что является более-менее Понял. объективным?
Понял. В свое время полемика западников и славянофилов, которая сегодня измусолена до нельзя, с большим вниманием именно к славянофилам, конечно. Вот. Ну, мусолят, но, как обычно, это все портится в самом процессе. Один из западников, кажется, Тимофей Грановский, когда его упрекнули в западничестве и перечислили параметры западничества: демократизация, либерализация, парламентаризм, говоря о политике, говоря об экономике, это рыночная экономика, это ограниченность госсобственности, государственного вмешательства. Говоря о социологии, социальной, вернее, сфере, это минимизация общества, миниатюризация общества, это переход от рода к семье и от большой семьи к малой, к нуклеарной семье, и вообще на перспективу распад семейственности, высокая горизонтальная и, главное, вертикальная социальная мобильность, легкая сменяемость социальных ролей, включая гендерные, потому что еще догма. Вот. Значит, когда вот эти все пункты, условно говоря, кажется, Грановскому описали, сказали, что это западник, сказал: какой это Запад? Это не Запад, это норма. Я не западник, я нормальник. И вот эта фраза «я не западник, я нормальник», вот она вписалась, потому что если мы посмотрим на то, что в 20 веке произошло со всем миром, то мы видим, что это магистральный путь, по которому вынужденно идут все, включая Китай, включая Иран, вот, ну, Северную Корею поминать не буду, мавитон, включая африканские различные государства, но никуда не деться. Один последний из магикан, Лукашенко, говорит: я, говорит, диктатор. А кто сказал, диктатура плохо? А я говорю, диктатура это хорошо. Вот, он последний из магикан говорит, диктатура это плохо. Кто из диктаторов нынешних такое говорит? Они говорят: я не диктатор, у нас демократия. Вот, что в Северной Корее нет конституции, а я упомяну Северную Корею все-таки, вот, значит, что какой-то из, значит, диктаторов, например, африканских, пришедших к власти путем дворцового переворота с Вагнером или без Вагнера, вот, захвативший власть, не проводил потом фиктивных выборов для того, чтобы легитимизировать себя и не говорить, что я власть захватил, а не вы меня избрали. Это магистральный путь, по которому, в общем-то, идут все. И Запад хорош не потому, что он Запад, а потому что это, в общем-то, норма, от которой он вполне может отступить и отступает периодически. Процессы вон в Польше идут тревожные, процессы тревожные в Румынии идут, процессы тревожные, возможно, начнутся вон в Италии сегодня с новым премьер-министром. Вот. Но особенность Запада в том, что вот те болезни, в которые вступают другие государства, идущие по так называемому западному пути, Запад все уже преодолел. У Запада уже был Муссолини, уже был Гитлер, уже был, условно говоря, все-таки это Запад, условно был Пиночет. Поэтому они это уже привились этим всем. А другим государствам на этом пути все это предстоит еще перестрадать. Вот так, А вот постарался использовать Эзопов язык и, в общем-то, объяснить. скажите тогда еще такой момент. Вот вообще вот эти вот, ну как сказать, леволиберальные, так сказать, процессы, это что? Это естественный некий путь вот, на Западе, путь развития? Или это все-таки нечто искусственно, отчасти или полностью насаждаемо, как-то вот в интеллектуальном, в профессура вот эта вся леволиберально настроенная? Ну вот А как вы что вы видите? подразумеваете под левым либерализмом? Ну вот эта вся тема там, например, с квотами, значит, с вот этим вот преклонением перед фигурой вот этого самого афроамериканца погибшего, не помню, как сейчас его зовут. БЛМ, вот эта система, да, вот это жизни Квоты черных. вы имеете в виду квоты для чернокожих, там, индейцев, вот это имеете в виду? Ну да, то есть когда государство, вот говорят, что это некий неомарксизм. Это имеет место быть или это что-то надумано? Ну, во-первых, это не весь Запад, а только США. Во-вторых, в США очень большая категория. Спросите американца Запад, он скажет: ты что, американец, какой там Запад, Восток, ты что, пацан? Вот, значит, там совершенно другое представление. Это равно как и англичанина назвать европейцами. Если ты не хочешь получить выволочку, то называй их. По крайней мере, вот я на такое натыкался, когда сам был в США. Вот. Во-вторых, очаги всего вот того процесса, о которых вы сказали, это все-таки, значит, юг США, который не вполне совсем, можно сказать, либеральный. В-третьих, собственно, на Западе этот процесс сейчас встречает уже серьезный откат. Это вот та самая болезнь.
Особенность, например, Америки, США, я имею в виду, в том, что оно все болезни вот так называемого западного пути переживает очень серьезно. Давайте мы всем предоставим свободу вообще. Вы в итоге получаете, что все не могут быть равно свободными. Давайте мы как по Оруэллу, одни животные равны, другие равнее. Блин, получается вообще какая-то вообще полная фигня. Давайте мы откатим это вообще в полный ноль. То есть Запад сейчас, а в США, вернее, находится сейчас вот на самом вот, вернее, то, что происходит в США, это как раз есть так квинтэссенция западного пути. Когда путем сдерживания противовесов, путем вот этой вот борьбы различных меньшинств, в итоге вырабатывается царский путь. Просто он сейчас еще не выработан, в отличие от Европы. Если мы посмотрим на историю Нидерландов, Швеции и даже Великобритании, мы увидим, что там этот путь уже давно пройден. Просто пропагандисты нам покажут эту историю, говорят, вот видите, в Америке нельзя негра назвать негром. Как помните фраза из «Брата 2», а нас в школе учили там и так далее. Вот, надо говорить по-другому, надо говорить не режиссер, а режиссерка, а то обидится очень сильно и прочее. То есть вот эти моменты нам показывают и говорят, видите, Запад сам задыхается своих проблем. Вот ничего не задыхается. Давайте посмотрим статистические показатели. Американская, например, в Америке показатели, например, гибели от рук полицейских без обвинения. Это страшная беда, с которой американцы просто не знают, что делать. Ну, сравним показатели, например, с аналогичными в России, с открытыми показателями. И мы увидим, что по этому показателю мы давным-давно уже впереди планеты всей. Значит, этнические, например, показатели, то же самое, в общем-то, в России идет по тому же самому пути. Например, тоже Чечня, например, если мы возьмем, те же самые квоты, поступление в вузы, не служить в армии можно. Значит, депутат Государственной Думы вот, может говорить, разве может, например, якут или славянин, вот, говорить, значит, на своем там родном языке, призывать к кровной мести, к отрезанию головы нельзя, а чеченцу можно. Так что вот, есть некое подобие, так что мы, в принципе, тот же самый путь переживаем, как государство. Наверное, я не ответил, да, в сторону ушел. Ну нет, почему так? В принципе, понятна мысль. Вот, ну, а вот вы как человек так обширно в разных областях имеете компетенцию. Вот вы можете как-то хотя бы нарисовать некий, ну, некий идеал, что ли, или хотя бы лучший сценарий вообще будущего, ну, человечества? Хотя бы, ну, хотя бы как это, в принципе, разумность, вот что нас ждет дальше при лучшем развитии событий? Да, без проблем. Вот прям вот сейчас я вам мог бы нарисовать, вот если бы я был все-таки профан и недоучка. Вот как Дугин, например, который даже по толкам высшего образования не получил. Вот, то есть законченный рецепт всегда жди либо от мошенника, либо от недоучки. Вот, когда начинаешь понимать что-то, то видишь как раз вот эти вот несвязанность каких-то моментов. Действительно, как связать либерализм и права меньшинств? Это очень сложно связать, поэтому однозначный рецепт чего-то даст вам только мошенник, недоучка, либо клинический случай мошенник-недоучка. Вот, значит, я движим девизом Карла Каутского. Движение ничто, результат ничто, движение все. Наша задача все-таки не построить какое-то правильное общество, чтобы занять в нем правильную социальную роль. А наша задача простая – это счастье. А счастье, когда мы будем жить по естественному пути, будем идти, по естественному человеческому пути, когда мы будем реализоваться не как там граждане, вот, а как мужики и бабы, как просто взрослые или подростки, как просто люди, которые идут там по земле, радуются воздуху, радуются доходу благодаря своему собственному бизнесу, радуются детям, или не радуются тому, что детей нет, потому что поэтому у них дома тихо и спокойно, радуются тому, что там бездомная собака, никто ее не будет расстреливать, потому что она бездомная, радуются тому, что врач не будет намекать ему на отдельный анализ за определенные деньги, реализуя коррупционную какую-нибудь схему. То есть и речь идет о простых радостях Земли, о простых жизненных радостях. Вот. И мы никогда не сможем рецепт получения их осуществить, но мы сможем выработать определенные механизмы того, что не надо делать, чтобы быть счастливым. Диктатура – это плохо. Коррупция – это плохо. Значит, клерикальность, например, то, с чем борюсь я, это плохо, потому что уже 100 раз объяснено. Вот. Но говорить об идеальном каком-то обществе нельзя.
А вот тогда вот такая политическое такое течение, либертарианство, это что, это тоже некая утопия или что это? В какой-то момент произошел интересный такой подмена, понятийная подмена. Вдруг в какой-то момент анархисты перестали называться анархистами, стали именоваться либертарианцами. Мы говорим, мы либертарианцы. Вот, значит, спрашиваешь, что, в общем-то, значит либертарианцы, и там слышат там настолько диаметрально противоположные ответы, что в одной стороне вообще ультраправый. Знаете, есть замечательный фильм на эту тему иллюстрирующий, называется он «Поваренная книга анархиста». Вот, «Поваренная книга анархиста», он есть в русском одноголосном переводе, можно скачать, посмотреть. И вот там вот как раз на тему того, как пытаются связаться воедино, а радикальные какие-нибудь экологи, такие ультралеваки, которые там взрывают там ограждения у загородки, за которыми пасется скот и выпускают его, или там поджигают Макдональдсы. И тут же абсолютные какие-нибудь неоскинхеды, которые, значит, тоже являются либертарианцами. Вот, ключевой момент Клинт Иствуд обозначил, когда он вдруг обозвал себя либертарианцем. Я спросили, а значит, что ты имеешь в виду под либертарианством? Он сказал, это когда никто никому не лезет. Вот. Вот в этом плане, да, конечно, либертарианство. А так все-таки я сторонник того, чтобы называть вещи своими именами. Вот если ты анархист, ну, не надо выдрючиваться и называть себя там левым или левоцентристским либертарианцем. Называй себя, как полагается, анархист. Если ты анархокапиталист, не надо выдумывать новые понятия. Не называй себя там, значит, сторонник там этого Рональда Дворкина, другого Дворкина, Рональда Дворкина. Вот, значит, называй себя анархокапиталистом. Вот, не надо придумывать дополнительные понятия. Не надо умножать сущности. Потому что иначе то, что у нас получится в головах, это поваренная книга анархиста. Всем советую посмотреть этот фильм. Как в одной коммуне там и скинхеды, и экологи пытались ужиться. Да. А вот скажите, вот я тут недавно ну, есть такой философ, молодой достаточно, Александр Шадов, и он позиционирует себя как абсолютного скептика. Вот вообще скептицизм в античности и сегодня, вот есть ли нечто общее, и вообще это, как вы относитесь к данному направлению в философии? Ну, такого направления в философии, в общем-то, нет. Его не может быть по определению. Потому что скептик начинает, извините за выражение, с того, что он все обсирает. Вот, не знаю, такое, будет печатное слово или непечатное. А раз он обсирает все, то у него же не может быть какой-то программы там обсирания, что я обсираю сегодня, завтра и так далее. Поэтому, как правило, все применимо к каким-то конкретным персонажам. Например, Филон Александрийский. Вот он считается основоположником школы скепсиса, а кто там вслед за ним, там достаточно трудно разобрать, потому что сколько вот таких вот злобных дядек, которые над всем ругаются, столько и скептицизмов. Я считаю, что скептицизм это не школа, а просто общий какой-то подход. Как звать этого скандинавского нынешнего философа, опять из головы выскочило имя, который пишет книги там про боль, про страх, вот он тоже себя называет скептиком, таким неоскептиком. Из головы выскочило имя, но, возможно, я вспомню. Шатова я не знаю, честно скажу. Я знаю о нем, я имя его встречал, но я в него не встревал, потому что, каюсь, испытываю очень большое недоверие и нелюбовь ко всему, что написано на русском языке. Я прям сразу вижу во всем этом как минимум вторичность. Вот, так что вот мой ответ, что здесь я не думаю, что можно о такой школе говорить. Это общий подход такой. Вольтер, вот скептик, конечно. Нужно критиковать все, что можно критиковать. Пусть выживет только то, что критиковать просто не получается. Не потому, что не дают, а потому, что не получается критиковать. Вот. Скептик, конечно, это Хабермас, например, ныне живущий, наверное, вечно будет жить еще нынешний философ, который абсолютно все везде гадит, включая даже тех, кто тоже гадит. Он все везде критикует. Вот тоже это скептицизм такой. Вот. Что это определенный такой подход. Да. Ну, вот вы сказали, упомянули уже, что вы занимаете, точнее, такую антиклерикальную позицию. Вот. А вообще, действительно ли есть некая вот эта самая разлука, абсолютный разлом между научным пониманием мира и религиозным? Или все-таки есть некие, ну, такие вот какие-то, ну, точки соприкосновения? Нет, нет точек соприкосновения, это две разные вселенные. В одном случае ты движешь попыткой совести концы с концами и понять, о какой руке идет речь, если это не правая рука.
Как же она называется-то? Ух ты, левая. Вот, то есть найти все-таки ответы на вопросы. Или в другом случае ты принципиально не ищешь ответы на вопросы, а живешь в пространстве дурмана, в которой ты вместо ответа на вопрос, какая это рука, правая или левая, вот, ты рассуждаешь о том, что какой рукой правильно креститься, правой или левой. Вот, так что совершенно другая подмена понятий. Безусловно, у религии есть терапевтический потенциал и культуротворческий потенциал. Вот. И я не из тех людей, которые призывают там взрывать, сжигать храмы, как большевики, хотя бы просто потому, что эти ребята потом будут мучениками и будут там по своим подпольям прятаться и нечто еще более худшее потом воскресят. Но я считаю, что надо просто от этого миража избавиться. Да, есть мнение о верующих ученых. И начинают там про, как-то я смотрел, я очень не люблю смотреть YouTube, но как-то вдруг внезапно я увидел Панасенкова с Яковом Кротовым, такой батл у них. Вот, значит, где Кротов-то говорит, а вот там Пирогов, там верующий был и прочее. Если мы возьмем каждого из них по отдельности верующего ученого и посмотрим на то, как они верили, вы увидите много интересного. Они были абсолютно, у них свое представление было о религии. Это их за уши подтягивает. Вот Исаак Ньютон был верующим. А какой религии? Ну, в Англии был англиканин. Англикане начнут рвать на себе там, что там, они будут рвать там пиджаки и говорите, Ньютон, вот видите, он за нас. Ну, почитайте его рассуждения о Троице, где он выступает там, ну, как абсолютный антитринитарий, как абсолютный жуткий еретик. Пирогова почитайте его высказывания о религии. Вот, Лука Войно-Ясенецкий, которого уже там, значит, и за бороду, и за халат подтянули. Вот, значит, почитайте с точки зрения православного богословия его книгу классическую «Дух, душа и тело». За эту книгу в Средневековье его сожгли на костре. Но его подтягивают, потому что все безграмотные, никто, никому ничего не надо читать. Я просто сам факт. Вот он хирургом был, высшее образование имел, значит, людей резал, лечил. А был он епископом? Был епископом. Видите, есть соприкосновение. Так что это чепуха. Почитать Ломоносова, то, что он говорил о религии. Какой он нафиг православный. Вот, кого там еще примазывают. Вот. Ну, в общем, каждого отдельного разобрать, мы увидим, что просто идеология. Никакие они не были классические представители своей религии. А скажите, пожалуйста, вот вообще такие, знаете, обсуждения очень часто, особенно хоть в церковной среде, хоть в эзотерической, в такой современной, вот всякие паранормальные явления, феномены, там визионерский опыт, вещи и сны. Как вы относитесь к таким явлениям и какие здесь могут быть интерпретации? Ну, биохимия современно объясняет вообще все. Настолько, что она сама стала становиться религией. И тоже я называю модная московская религия биохимия. Поскольку я вообще смотрю там, как в кафе, если подслушать, там попытка объяснить снова, как вульгарный материалист 19 века. Ой, да дело не в любви, там, а в дофамине. Ой, да можно такими духами намазаться, что там все кобели от тебя без ума будут. Вот. В этом, конечно, правда есть. И я сам сторонник как раз именно гормональной теории происхождения религии. Но переклиниваться-то нельзя. Если ты об этом говоришь, хотя бы книжку какую-нибудь почитай. Так что, грубо говоря, биохимия объясняет очень многие моменты. Более того, современная наука о мозге, нейробиология, она, в общем-то, уже в 70-е годы объяснила все то, над чем до сих пор озадачивается Раймонд Моуди. Книжка там «Жизнь после жизни» Раймонда Моуди. У меня в туалете стоит. Вот, значит, так там до сих пор продолжают ее везде впихивать проповедники всех мастей, как доказательство жизни, души там после смерти и так далее. Да в 70-е годы же даны комплексные ответы, включая и даже и российских, и современных ученых. Уже все отвечено на все вопросы. Но мы ответов не знаем. А книжка Моуди до сих пор является проводником, значит, во все христианские конфессии. То же самое, как обычно, переделали на свой макар мусульмане, и теперь мусульмане загребают с помощью того же самого Моуди. Вот, как говорит Харун Яхья, практически такой самый великий плагиатор вообще, наверное, всей мировой истории, когда он берет все, что сделано современными христианскими проповедниками, креационистами, переиначивает на мусульманский лад, дает выдуманные мусульманские названия и превращается в величайшего проповедника современного мусульманского креационизма. Ну, правда, в тюрьму посадили. Ну, правда, не за это. Вот, так что... Значит, большинство доказательств, объяснений всех этих вопросов уже есть. Да, вопрос в том, что они никому нафиг не нужны, эти доказательства.
Один из современных американских проповедников современного светского гуманизма и атеизма недавно объяснил простую вещь. Он говорит, люди становятся религиозными не потому, что они не нашли ответов, а потому, что они не хотят их искать. И полемика с религиозными людьми должна строиться не на том, что «ща, парень, мы тебе докажем бытие мира без Бога», а с того, что нужно найти психологический корень, почему чувак ушел в религию, и бить туда, зреть в этот корень. В его психотравм, его воспитание, вот, его социализацию, его какие-то проблемы личностные, почему он не в научных трактатах ищет это. Поэтому Невзоров абсолютно не прав со своим вот этим вот наивным сциентизмом, что мы сейчас возьмем и объясним все. Люди не будут никогда читать ни академика Павлова, ни всех остальных, даже Невзорова не будут слушать. А вот безграмотное тупорылое объяснение попа из ближайшего храма всем будет, включая образованных, грамотных людей, потому что дело, как говорит мой брат, это не от этого. Вот дело не совершенно в других вещах. Вот, поэтому нужно правильно строить свою полемику с религиозными людьми, не поддаваться на эту пропаганду. Он пытается тебе объяснить, что Аллах создал все миры в одно мгновение, вот, значит, они не произошли сами по себе. Не надо с ним полемизировать там, с точки зрения там, Карла Сагана или Хокинга. Ты расспроси человека о том, как он жил, в полной ли семье он вырос, вот, какие у него отношения с отцом были, вот тогда ты найдешь подход к нему правильный. А скажите, пожалуйста, вот я тут недавно тоже был, у меня эфир с Сергеем Жигалкиным. Это такой Южинский кружок, значит, там у них был. Ну, сейчас такой человек уже взрослый достаточно, и он друг Дугина с молодости. Вот у него там про вечное возвращение очень есть несколько книг. И вообще вот даже вот время, понятие время, время как прямая или время как круг. Как бы вы могли сказать, вот эта идея цикличности времени, вот мы живем в ощущении того, что время это прямая. А это вообще такие рассуждения, они нас, ну, меняют нашу картину мира, или это нечто, что особо ну, толку нет в этом? Вот вы сейчас рассуждаете вот точно как когнитивист. Вот прям вот представление от представления. А я все-таки начну с другого, с ощущения. Да нет ни пространства, ни времени никакого. То есть мы. Мы видим мир определенным образом. Мы видим его трехмерно. Поэтому четырехмерный мир, там Эйнштейновское пространство, ну для нас всегда будет фантастично, потому что мы так не видим. И все примеры только из пальца высосаны, там парадокс близнецов, или там как в поезде нас качает и так далее. Ну за что меня ругают в комментариях на моих видео, которые там 150 тысяч просмотров, и, наверное, столько же ругательных комментариев. Вот, значит, да, время, вот я живу, вот, значит, я каждый год переживаю дату своей будущей смерти и день своего рождения. Я никуда от этого не денусь. Я не могу, как Бенджамин Баттон, пойти назад. И не могу, там, как Оскар Уайльд, кому-то делегировать полномочия старения. Вот, поэтому я и эти свои качества переношу на весь окружающий мир. И думаю, что в мире есть время какое-то, когда-то что-то зародилось. И эпоха Большого Взрыва была когда-то там. Вот. Это первый момент. Поэтому за всеми этими понятиями стоят чувства, наши ощущения мира. Вот мы такие, как мы видим. Вот кажется нам, что кошка видит в темноте, и хоть убей нас, мы все равно будем так думать. Потому что кошка видит 22 оттенка серого цвета, а мы 8. Поэтому для нее еще сумраки, когда уже для нас тьма. Но есть нюанс. Да, как в анекдоте про Василия Ивановича. Есть нюанс. Потому что мы чувствуем, но очень многое в нашем ощущении зависит от того, где и когда мы живем. В частности, например, значит, я просто вот живу сегодня в 2023 году, поэтому если я буду говорить Эйнштейн дурак, ну мне покрутит у виска. Это говоря о том, когда я живу. Поэтому я даже абсолютно не понимаю теорию относительности, я все равно буду топить за нее. Это вопрос когда. Следующий вопрос где? География, климат, там, как Семенов-Тиньшанский писал, там великие реки, как Вернадский писал, лес, степь. Да, геополитически данные формируют все-таки национальный характер. И многие моменты моего миропознания зависят от этого. Вот. Мы можем рассуждать о сменяемости сезонов, но есть люди, которые живут там, например, в тропическом мире, у них нет никакой сменяемости сезонов. Вот я жил в райском мире, в Таиланде, я знал всегда, что ровно в 18:00 начинает темнеть, без разницы когда. А нет, там было движение в полчаса сдвигания была зима, то есть зимой в 18:30.
Вот летом в 18:00. В 6 или в 6:30 каждого дня рассвет. Поэтому как таким людям объяснить, например, там, прямолинейность чего-либо? Это мир джунглей, где нет понятия лето, осень, зима, где нет понятия о падении листьев там, или там разбухании почек. Поэтому они другими категориями мыслят. И в этом мире возникло представление о цикличности, о том, что нет ни завтра, ни послезавтра, все вечно. И этот мир видит точно так же себя самого. Вот, их там живет там по 25 человек, там на одной койке спит, в какой-нибудь китайской деревушке. Вот, они все абсолютно безликие, все взаимозаменяемые. Поэтому он рассуждает о том, что его душа там переходит, там реинкарнируется в какое-нибудь там другое тело. Вот, все зависит от религиозных, климатических, географических факторов в нашем представлении мира, которые влияют на наши ощущения. Скажите, пожалуйста, вот предпоследний буквально вопрос. Вот Сколько как бы... угодно. Мне нравится отвечать на ваши вопросы, да. Мне как-то Спасибо. приятно, да. Скажите, вот как бы вы вообще охарактеризовали свои философские взгляды в целом, А, свое мировоззрение, мироощущение? чьих ты будешь, типа, да? Ну, сейчас. Вот если вам надо ярлыками обвешаться, ну, вообще, если вот по чесноку говорить, вот, то мои философские взгляды характеризуются одним. Я классический клинический тавбинист. Вот я вижу так, как вижу я. Я могу объяснить, какие моменты в моем мировоззрении из марксизма, из анархизма, и там, из анархокапитализма и прочее. Вот. Но нет никакой системы, к которой бы я прислонялся. Вот я отовсюду собрал свою картину мира. Я могу, собственно, чем я занимаюсь, написать книжку или статью, в которой я продемонстрирую свой взгляд на вещь. Может быть, он вам будет приятный. Может быть, вы в нем увидите там спасительный костыль для своей жизни. Но это не будет означать то, что тавбинизм стал философской школой. Вот это будет означать просто, что вот вы туда пришли и, значит, и в этом что-то нашли. Но если поиграться в понятие, вот и сказать, для, так сказать, поклассифицировать, мы же мужчины любим этим баловаться, нам подавай классификации, что справа, что слева, в отличие там, от женского, так называемого холистического сознания, то я бы себя охарактеризовал как анархотрадиционалиста. Вот примерно таким образом, со всеми вытекающими из этого. То есть мне близок Зерзан, мне близок Хаким Бей, то только без его всякой этой метафизики безумной. В чем-то мне до сих пор близок Дугин. Мне очень близки по-прежнему и Генон, и Эвола, только очень так ограниченно. Вот, поскольку я анархотрадиционалист, то, конечно, там у меня в моем красном углу, только он у меня не справа, а слева, вот на черном полотне стоят, конечно же, иконы, там справа Кропоткин, слева Бакунин, вот, значит, где-то между ними там и прочее я нахожу свое представление. Вот. Мне близки современные, новые, левые, вот, радикальные экологи типа Мюррея, Букчина, Джона Зерзана я уже назвал, кажется. С другой стороны, на мои взгляды, очень повлияли культурологи, вот, классические, такие как Леви-Стросс, вот, Маргарет Мид, вот на мое представление об антропологии. Вот, очень многое я взял из марксизма. Из тех философских школ я бы охарактеризовал ее как наиболее универсальную. Вот. Очень во многом я до сих пор, признаюсь вам, в этом стыдном пороке своем, до сих пор я очень во многом опираюсь на Платона. Хотя давно уже пора уходить к Аристотелю, но я еще, видимо, не до конца созрел. Очень сильно я опираюсь на античных мыслителей, в особенности на скептиков. Вот, значит, так что вот такой, в общем-то, но это не означает, что у меня такой вот набор, то есть по ситуации я как постмодернистов тоже я очень люблю, но мне они интересны как методисты. То есть, как сказать так, чтобы никто ничего не понял. Как объяснить всем, что это не трубка? Блестяще, конечно. Это как древнегреческие софисты, главный из которых Сократ, вот, все-таки был. Вот, так современные постмодернисты. Вот, но это не означает, что я по ситуации вот, становлюсь либо тем, либо этим. У меня как-то в голове все едино, единая какая-то картина мира, в которой главный момент – это преклонение перед естественностью, преклонение перед натуральностью.
Только, конечно, не в том плане, что я буду там топить за скрепы, потому что там семья это натурально, когда мужик бьет бабу, вот, это там натурально, естественно. Нет, это не естественно, это сегмент человеческой истории. То есть вот тот образ жизни, которым жили люди до рабовладения 9000-летней давности, вот то мне наиболее близко. Вот это я романтизирую. Вот, то есть отчасти, наверное, мне близок идеал этого Тайлера Дёрдена, когда в мире Тайлера Дёрдена, бойцовский клуб, ты носишь одежду, одну одежду всю свою жизнь, никогда ее не стираешь, потому что она кожаная, а на развалинах хайвеев пасутся коровы. Но в то же время все-таки я понимаю, что без цивилизации никак нельзя жить. Мне, конечно, очень важен Гегель для моего формирования. Он где-то у меня в сердцевине сидит. Основные представления о том, что все действительно разумно, все разумное действительно. Вот это, наверное, то, что движет мной в моем здравом смысле. Потому что если люди придумали прививки, значит, все-таки прививки нужны. Вот, если люди придумали феминизм, хотя его терпеть не могу, значит, все-таки, видимо, феминизм нужен, надо к нему относиться серьезно. Вот, так что очень во многом на меня повлиял Гегель, тогда вот, например, как Канта я вот как-то органически не переношу. Вот, я считаю, что главная его ошибка – это попытка естественность превратить в догму. Не надо думать, что люди, что надо относиться к другому как к цели, а не как к средству. Люди естественно относятся к другому как к цели, а не как к средству, ну, если они психически здоровы. Так что примерно вот такая вот вам, такой вот набор вам, если хотите. А скажите, пожалуйста, вот какую-нибудь под завершение, так последний буквально вопрос, чтобы вас сильно долго не мучить, и у меня, в принципе, уже вопросы заканчиваются на сегодня. Вот это главное, да. Я-то не мучаюсь, я-то живчик тот еще. Вот вопрос заканчивается, это главный аргумент, да. Да, да, да. На сегодня вот какую-то книгу по научной картине мира могли бы посоветовать? Ага. Ну, во-первых, научной картины мира, как я уже сказал, ее, к сожалению, сейчас нет. Она в состоянии становления. Поэтому нужно готовить себя к становлению научной картины мира. Ну, с чего начать здесь? Ну, с чего здесь начать человеку, который прям вообще, грубо говоря, с улицы в храм вошел? Ну, наверное, конечно, ну, наверное, все-таки с Докинза. Хоть, наверное, это звучит банально, но Бог как иллюзия, вот с этого нужно начать. Почитать, поругаться, поматериться. Хотя сам Докинс считал, что это, наверное, самая слабая, самая ущербная его книга, очень бездоказательная. Но это вот, наверное, то, что позволит как-то по-другому взглянуть на вещи. Вот с этого, наверное, надо начать. Либо начать нужно совсем с другой стороны, если мы хотим, так сказать, покопаться. Наверное, краткая история времени Стивена Хокинга. Вот это то, что прошибает людей действительно вот, до самых оснований. Так, вот с этого, наверное, мы начнем. Хотя, опять же, повторюсь, современная научная картина мира, она еще только в состоянии становления. И надеемся, что она никогда не догматизируется, чтобы не захрустнуть. Мы сейчас живем в замечательное время, когда, с одной стороны, это торжество каких-то абсолютных отморозков, значит, каких-то некрофилов, мракобесов. Вот, они как-то друг с другом находят общий подход. Там, значит, одни диктаторы там фанатеют там по Трампу, потому что, значит, видят в этом там православные там по Трампу фанатеют. Вот. Потому что нам, ученым, действительно нечего миру предложить. С другой стороны, это знак того, что мы моложе их. Ну, что они скажут? У тебя рука болит, потому что ты грех совершил? Вот, ну, для кого-то это подействует. А мы только формируем свою определенную научную картину мира. Поэтому, грубо говоря, когда всяким придуркам надоест ходить к попам, к шаманам и ко всяким там ясновидящим, и когда они поймут, что заговор, порча или свечка в храме ничего не решает, куда они пойдут? Куда? А мы к этому времени уже повзрослеем, протянем ниточки друг к другу и научимся друг друга больше уважать, чем ругать. Условно говоря. На самом деле никаких мы, никаких нас нет. Ну да, спасибо за то, что вышли на связь, что согласились. Спасибо вам за эту беседу, за ваши ответы. Вот, надеюсь, может быть, еще как-нибудь вопросы подготовлю, может быть, еще вам позадавать когда-нибудь. Да без проблем, я, может быть, даже сам вам вопросы там позадаю какие-нибудь, так сказать, в отместку. Вот, так что, сказать, живы будем, не умрем. Вот, как сказал
Рамзан Кадыров, мы тут живем, хлеб жуем. В общем-то, жить долго мы не собираемся, но собираемся жить ярко, красиво и счастливо. Поэтому пока что, значит, обращайтесь. Большое спасибо за вопросы. Вы прям помогли мне многие вещи во время ответа, значит, самому понять. Ибо сказано святым преподобным Максимом Исповедником: разумным существам присуща естественная красота слова. Это многие вещи кристаллизуешь, когда начинаешь их проговаривать. Поэтому спасибо за вопросы. Диалог — это the best. Диалог — это то, что позволяет нам не скотиниться окончательно. Но пасаран.